И я открыл ее. Что? Я открыл дверь. Департамент полиции. Вот черт. Полиция несколько дней дежурила у дома Синтии Берензен. Пока ее семья настаивала на том, что она пропала, офицеры были убеждены, что с ней все в порядке. И, возможно, Синтия просто решила отдохнуть от своей непростой семейной жизни. Но эта теория рухнула в тот момент, когда они выломали дверь и обнаружили внутри дома разлагающееся тело. Внезапно Синтия оказалась в центре загадочного убийства. Ее семья умоляла полицию ворваться в дом раньше, предупреждая, что в доме царят напряженные отношения и есть история насилия, на которую слишком долго закрывали глаза. Когда мне это сказали, моей первой мыслью было: это Дилан, ее сын. Почему? Потому что я была в этом доме, я была с ней, а у него есть темная сторона. Но когда следователи, наконец, выследили ее сына, они поняли, что он скрывает тайну куда более темную, чем все, что они могли себе представить. Что я никогда не думал, я никогда не мог бы видеть свою маму в тюрьме. Я, обожаю свою маму. 17 ноября 2022 года агенты пограничной службы наткнулись на брошенный автомобиль Buick Enclave неподалеку от американо-мексиканской границы в Сан-Диего, Калифорния. Внутри машины находились 4 брошенные домашние собаки без еды и воды. Когда власти сканировали микрочипы собак, след привел к адресу в Лас-Крусосе, Нью-Мексико, зарегистрированному на 69-летнюю Синтию Беренсон, женщину, которая уже числилась пропавшей без вести. Экстренные линии департамента полиции Лас-Крусоса подтвердили получение серии звонков о Синтии. Но когда собак нашли брошенными в ее машине далеко от дома, обеспокоенность родственников Синтии возросла, и они потребовали ответов. Мы находимся у ее дома в Лас-Крусосе, потому что ее не нашли. Ее там не было, только собаки в машине. И мы даже не знали, что она уехала из города. Так что мы здесь, у дома. Ключа, чтобы войти, у нас нет. Но я переживаю, потому что, во-первых, она перенесла инсульт в прошлом, а во-вторых, она диабетик. Вы пытаетесь войти в дом? Или что вы делаете? Мы пытаемся убедиться, что с ней все в порядке, потому что никто ничего о ней не слышал с воскресенья. И, как я сказала, ее машину нашли в Сан-Диего. Несмотря на растущую обеспокоенность членов семьи и соседей, полиция Лас-Крусоса не стала силой проникать в дом Синтии без веских оснований. Оставив всех в глубоком отчаянии, 3 дня спустя, 21 ноября, ее сын Кори позвонил снова. На этот раз у офицеров не осталось выбора, кроме как прорваться в дом Синтии. Центральная диспетчерская, оператор 488. Чем могу помочь? Мне нужно проверить благополучие человека. Welfare check. У меня есть кое-кто, у кого на самом деле есть ключ от дома, чтобы офицер мог войти. Хорошо. А в связи с чем нужна проверка? Ее заявили как пропавшую, и вы, ребята, делали несколько проверок, но не могли войти силой. Поэтому мы нашли человека с ключом, чтобы офицер мог зайти внутрь и посмотреть, есть ли о чем сообщить. Сразу после звонка Кори офицеры помчались к дому Синтии. Но как раз когда они были в пути, тайна вокруг местонахождения Синтии еще больше закрутилась. Одному из офицеров поступил неожиданный звонок от сотрудницы банка. Мы тут посмотрели. Ее счет полностью опустошен. Одна из девушек в отделении узнала. Ее сын снял все ее деньги. И у меня все это есть на камере. Точную сумму в долларах я пока не знаю, но через банкомат сняли $1000. И еще я даже не знаю сколько. Я пока глубоко не копала. Но похоже, они ходят в Walmart и покупают подарочные карты, потому что там куча списаний в Walmart, вроде $1014. Мое предположение, они покупают гифт-карты по $100. Офицерам оставалось гадать, находится ли Синтия вообще в доме, или она просто исчезла по собственной воле. Но детали не сходились. Брошенные собаки, нетронутые вещи и опустошенные банковские счета. Когда тревога возросла, офицеры поспешили к дому, где встретили подругу Синтии, Эмили.
Да, она дала мне ключи почти год назад. С тех пор, как вы здесь, вы кого-нибудь видели снаружи? Я сегодня даже не была здесь. Сегодня первый день, когда ее подруга написала мне, так что я впервые об этом слышу. Окей. Да. И первое, о чем я подумала, зная ее сына и побывав у нее в доме с собаками, это Дилан. Именно это я и сказала Кори. Я сказала, по всей видимости, она лгала своему сыну Кори. Но Дилан, я не знаю. У Синтии было два сына — Кори и Дилан. Они были полными противоположностями. Кори был надежным, всегда на связи, помогал и добросовестно заботился о матери. 28-летний Дилан, напротив, был вспыльчивым, и его агрессивное поведение по отношению к Синтии сразу привлекло внимание семьи и друзей. Но ситуация не так проста. Несмотря на множество слухов о Дилане, следователи не могли строить дело на одних только подозрениях. Получается, никто. Ну, разве что Кори и ее сын, который живет в другом штате, в Техасе. Ага. Последний раз он выходил с ней на связь в понедельник. Что еще странно, мне сообщили из банка, ее банка. Они тоже позвонили и сказали, ну, знаете что, ее счет опустошен. Опустошен? Да, ее счет. Все пропало. И единственное, что я могу тебе сказать, это то, что деньги снимали через банкомат в Walmart. И абсолютно все было снято через банкомат. Департамент полиции. О, нет. Это странно. Никаких машин. Департамент полиции. Это чертовски странно. Окей. Почему здесь так жутко? Двери закрыты, бро. Хотя в доме не было никаких следов борьбы, две комнаты были заперты, а Синтии нигде не было. Неужели она действительно исчезла? Запертые двери только усиливали тревогу по поводу того, что могло скрываться за ними. Получив разрешение на взлом, полицейские вернулись в дом, готовясь к тому, что могло их там ждать. Никаких признаков взлома. Просто воняет. Да я не могу понять, это кошачий лоток или... Ты замечал здесь кошачий лоток? Нет. Я открыл ее. Что? Я открыл дверь. Вот черт. Это нехорошо. Твою мать, она здесь. А? Под душем. Безжизненное тело Синтии лежало под струями воды. Судя по состоянию ее останков, офицеры могли сказать, что она пролежала там несколько дней, но было что-то очень тревожное в состоянии ее тела и дома, о чем офицеры немедленно сообщили своему сержанту. Слушай, тут странно. На ручке двери ее спальни есть такая маленькая дырочка. Знаете, куда вставляют шпильку или ключ, чтобы отпереть? Но она выглядит так, будто ее прямо рассверлили. Это странно. А потом мы заговорили про второго сына. И вот тогда мне сказали, что ее машину нашли в Сан-Диего брошенной, с двумя ее собаками внутри. Ага. С этим сыном мы связаться не можем. С тем самым, который жил с ней и против которого у нее был судебный запрет. Вы не пытались больше с ним связаться? Ну, мы пытались сделать это до того, как войти, чтобы проверить, выйдет ли она к двери или получится ли связаться с ним. Ничто в этом доме не сходилось. Синтия была мертва, а Дилан исчез. Но пока офицеры переключили внимание на вторую запертую дверь, надеясь лишь на то, что внутри их
не ждет еще одно тело. Так, тут в доме есть еще одна запертая дверь в одну из спален. Есть повод выбить ее, чтобы проверить остальную часть дома. Я могу попробовать открыть ее, как и ту, первую. Думаю, стоит. Если тут произошло преступление, нужно убедиться, что подозреваемый не прячется за этой запертой дверью. Да, понял. Просто хотел убедиться, что делаю все правильно. Готов? Да. Тогда раз, два, чуть выше толкай. Департамент полиции. Нет здесь никого. Судя по тому, что они нашли в доме, полицейские решили, что Дилан стал свидетелем чего-то ужасного и убежал, спасая свою жизнь. Если это так, то, возможно, он в большой опасности, и его нужно немедленно найти. Кажется, ее машину нашли в Сан-Диего? Да. И вроде кто-то из соседей говорил, что видел, как они оба ездили на ее машине, на Бьюике. А о проблемах со здоровьем им что-нибудь известно? Говорили, у нее было что-то вроде биполярного расстройства. А это смертельно? Нет. И еще тут есть история вызовов по домашнему насилию. Свяжемся с ним или... Мы с ним связываться не будем, подождем детективов. Теперь это их расследование. Ладно. Но по мере того, как весть о смерти Синтии распространялась по району, полицейские начали слышать версии, которые предполагали другое развитие событий и указывали на причастность Дилана к смерти Синтии. У меня пару вопросов к вам. Да. Вы знакомы с людьми из дома напротив? Не особо. Вы случайно не видели, как ее сын выкатывал мусорные баки на этой неделе? Видел в прошлый понедельник. В прошлый понедельник? Вы видели именно сына? Самого его не видел, но видел баки на улице. Ладно, но его не видел. Вы живете напротив? У вас есть камера? Нет, чувак. Я уже говорил с полицейскими. Они приезжали в среду или четверг. В четверг? Четверг. В четверг я сказал им, ну, типа, имеешь в виду полицейским? Да, полицейским. Я сказал им, что видел его в понедельник. Ты видел его в понедельник? Да, в понедельник, да. Уверен, что в понедельник? Да, сэр. И вы его узнали? Да, конечно, он же подъехал. На чем он был? На черном пикапе. На черном пикапе? Вон, они его видели. Это было неделю назад, верно? Да, окей. Пара вопросов по поводу соседей напротив. Вы видели или слышали что-нибудь странное, что там происходило? Да. Вы знакомы с их историей? Да, кое-что знаю. Ну, я был рядом, когда он в первый раз избил ее до полусмерти. Когда это было? Да, года 4 назад, где-то так. И что он сделал? Он схватил ее за лицо и раз за разом швырял ее головой о кафельный пол. Вы, ребята, наверное, знаете, там даже судебное дело было. Я не очень знаком с их жизнью, но из того, что я слышал, это продолжается уже давно. Очень давно. В прошлый понедельник я видел, как он выносил мусор. Вы видели, как он выносил мусор? Ага. Соседи прекрасно знали о непростых отношениях между Синтией и Диланом. Но судебный запрет, который Синтия оформляла против сына, был 4-летней давности. И несмотря на это, он снова переехал к матери, и она была не против. Эти детали никак не доказывали его причастность к смерти матери. Чтобы восстановить картину их последних отношений, офицеры снова обратились к Эмили. У Дилана огромные проблемы. Она всегда оправдывала его тем, что у него рак. Я говорила Синди, отправь его подлечиться. Мне было жаль его. Он иногда связывался со мной, но всегда с этих одноразовых дешевых телефонов. Так что я понимала. Я просто работаю с такой категорией людей. Он либо толкал дозу, либо сам сидел на чем-то, на фентаниле или мефе. Это было видно по его поведению. Синди говорила, что у него 2-я стадия рака. Кажется, что-то с ногой. Он пил лекарства. Да, кажется, с левой ногой. И у него приметные темные волосы. Эмили только что раскрыла важные детали о здоровье Дилана. Позже, когда следователи изучили телефоны соцсети Синтии, они обнаружили кое-что, что противоречило всему, что им говорили до сих пор. В ее постах и сообщениях Дилану они увидели не жертву домашнего насилия, а любящую и переживающую мать, глубоко обеспокоенную здоровьем тяжело больного сына. Синтия обращалась к друзьям и родственникам с просьбой поддержать Дилана, когда узнала, что рак вернулся. Она даже проводила с ним праздники. Забота и тепло в ее сообщениях рассказывали совсем другую историю, отличавшуюся от слов соседей и родных.
Это заставило следователей задуматься, не были ли все подозрения основаны на старых обидах, а не на реальных отношениях Синтии и Дилана перед ее смертью. Но той же ночью, пока детективы и криминалисты обыскивали дом, у них появилось странное чувство, что здесь что-то очень не так. Слушай, а здесь как-то странно пусто. Ну и комнатка, скажи. Это просто какой-то абсурд. Ага. Половины вещей тупо нет. Я не нашел вообще ни одного чистящего средства. Что? Говорю, ни одного чистящего средства я не нашел. Ни средства для мытья посуды, ни капли хлорки. Здесь что, кто-то все протирал? Глянь-ка сюда. Одни соусники остались. Смотри, какие здесь разводы. Ага, прямо сплошные разводы. И что с того? Почему тебя это напрягает? Да потому что точно такие же следы по всей чертовой штанге в душе. Было очевидно, в момент смерти Синтии в доме кто-то находился и пытался тщательно замести следы. Вот только на самом теле ни следов борьбы, ни явных повреждений, указывающих на насильственную смерть. Детективы перебирали одну версию за другой, но все безрезультатно. Попытки выйти на связь с Диланом тоже провалились. Каждый привязанный к нему номер вел на одноразовый телефон-пустышку. Кем он был, случайным свидетелем трагедии или же причастен к ней, как и считала родня? Ответ висел в воздухе. И вся правда теперь зависела исключительно от результатов судебно-медицинской экспертизы. Для следователей это был единственный шанс вырваться из плена догадок и получить на руки настоящие упрямые факты. Здравствуйте, Кори. Здравствуйте. Это детектив Мартинес Кори. Звоню ввести вас в курс дела. На теле мы не обнаружили никаких видимых следов травм или насилия. Поэтому ее отправят в Альбукерке на вскрытие, чтобы убедиться, что мы ничего не упустили. После этого у нас будет больше ясности. Думаю, первые результаты получим завтра к обеду. Но когда на следующий день пришли результаты экспертизы, они буквально перечеркнули все версии, застав врасплох каждого, кто думал, что разобрался в этом деле. Я детектив Мартинес. Представьтесь. Я Дэвид Кастильо, ее брат. Майк Кастильо, брат. А я Кори, сын. Дэвид, я сожалею о вашей потере. Я ведущий детектив по этому делу. Мой напарник еще возвращается из Альбукерки, но он уже позвонил мне и сообщил. Ничего криминального не найдено. Вскрытие показало серьезные проблемы с сердцем. Эксперты склоняются к тому, что причина смерти естественная. Появилась вполне реальная версия, что у Синтии просто произошел инсульт или приступ, пока она убиралась в ванной. Дело больше не могло расследоваться как убийство, но Дилана все еще требовалось найти. Меня настораживает само место, где ее нашли. Но так или иначе, мы продолжаем поиски ее сына. Ее нашли в душе. Она была уже без признаков жизни. И она была полностью одета. Так что мы не знаем, убиралась ли она, когда все это случилось. Да, никаких вызовов не поступало. Он мог бы набрать нам, рассказать, что произошло. Дом был пуст. Ни одеял, ни бытовой химии, ни еды. Опять же, все это крайне подозрительно. Понимаешь, поэтому мы и рассматривали это как возможное убийство. Потому что толком не понимали, с чем имеем дело. Мы там проторчали целую вечность. Как я и говорила, ее нашли в душе, и оттуда все еще текла вода. И это сильно сбило нас с толку со временем смерти. Но навскидку мы ориентируемся на 14 число. Предполагаемая дата смерти Синтии меняла абсолютно все. Если трагедия произошла в понедельник, 14 ноября, Дилан моментально попадал под главное подозрение. В тот день соседи отчетливо видели, как он выкатывал мусорные баки. Значит, в момент смерти матери он находился прямо там, в доме, а сразу после этого просто бесследно исчез. Мы и понятия не имели, что Дилан вышел из тюрьмы. Нам никто даже не сообщил. Мы знаем, что в свое время она добилась охранного ордера, и он все еще в силе. А проблема в том, что она сама пускала его обратно. Вот именно. Наверное, поэтому она нам ничего и не говорила. Потому что мы бы сцепились. Ясно. Ну, сами понимаете, после того, что произошло. Я знаю, что вы с Диланом в натянутых отношениях. Но нам нужно узнать круг его общения.
На случай, если кто-то помогал ему выносить вещи из дома. Соседи. Вы говорили с соседом? Да, говорили. Никаких имен или контактов, возможно, в друзей он не дал. Понятно. А сам Дилан ни с кем на связь не выходил? Сосед этого не говорил. Мне тут один человек дал номер Дилана, но тот постоянно меняет симки. Эгоистичная тварь. Он отлично понимал, что делает, и просто не хотел, чтобы ее нашли. Не понимаю, зачем он взял собак с собой. Вы говорите «естественная смерть», а дом вычищен, и он исчез. К тому же, одета в душевой? Да, но я предполагаю, она убиралась или что-то в этом роде. Есть пара теорий. Она убиралась, и у нее случился инсульт. А он ее нашел и сбежал. Он никому ничего не сказал. Убрал там все, чтобы от него не осталось и следа. Другая теория заключается в том, что они поссорились, что и стало причиной инсульта. Возможно ли то, что это он затащил ее в душ? Нет, потому что на ней не было синяков. Ну, понимаете, я имею в виду, нет ничего, что указывало бы на это. Ну или на то, что ее схватили и тащили насильно. Может быть, ее толкнули? Нет, на ней не было травм. Я имею в виду, возможно, она уже была мертва, когда он затащил ее туда. Вот я и говорю. Ага. Он либо перетащил ее и засунул туда, либо она убиралась, когда все случилось, а он ее нашел. Детективы объявили розыск Диона по всему округу, но прошли недели, а никаких зацепок о его местонахождении не было. Когда поиски уже начали терять темп, через месяц после смерти Синтии появился свидетель. У него была информация о возможном местонахождении Дилана, и расследование возобновилось. Откуда вы знаете Дилана? Дилан учился в одной школе с моей дочерью. Ясно. Так мы и познакомились. Ну, то есть узнали друг друга. В общем... И когда он с вами связался? Вообще-то, кажется, в воскресенье утром. Так что я правильно понимаю, что вы его разыскиваете? Он проходит по делу как подозреваемый? Нам нужно... Что касается ее смерти, то тут все не так уж и ясно. Но нам нужно поговорить с ним о кое-каких других вещах. В первую очередь, касательно произошедшего. Понятно? Но это поможет нам просто воссоздать всю картину вместе. В общем, суть в том, то ли он уехал в Калифорнию, то ли его девушка уехала в Калифорнию. Девушка, ну, то есть не совсем девушка. В общем, я знаю, что их машина осталась там. Там нашли собак и вещи. Так что, думаю, он точно уехал с ней. Он бы ни за что не бросил этих собак. Понятно. Вы знаете этого человека? Я не знаю, кто это. Какая-то подруга. Хотя это не девушка, а парень. Ясно. Я не знаю ни его имени, ничего. Но вы сказали, что это не девушка, а парень. Это, как это называется, транссексуал? Окей. А вы знаете, кто он по национальности? По-моему, мексиканец. Насколько я поняла, этот человек жил в Мексике, поэтому они и бросили машину у самой границы. Ну, знаете, я не знаю. Я знаю лишь то немногое, что мне рассказала семья. И я пришла по причине, что это начало меня уже беспокоить. И он выставил ее вещи на продажу в онлайн. Прямо здесь. В Крусисе или... В Крусисе. Он хотел со мной встретиться. Где именно, точно не сказал. Где-то возле гоночной трассы, на Роуман. Но когда детективы проверили указанный район, Дилана там уже не было. Он больше не выходил на связь со свидетелем и месяцами умудрялся оставаться на шаг впереди полиции. И вот 5 апреля 2023 года, спустя 5 месяцев после обнаружения тела Синтии, масштабный розыск внезапно прекратился. Детективам сообщили, что Дилан находится в следственном изоляторе округа Дона Ана в Лас-Крусосе. Его задержали федералы на военной базе за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков. Это был тот самый шанс, которого так долго ждали следователи. У них пока не было прямых улик, связывающих Дилана со смертью матери, и весь исход дела теперь зависел от этого разговора. Вы хотите, чтобы я сняла с него наручники или как? С тобой все будет нормально? Ага, спасибо. Пожалуйста. Так, я детектив Мелинда, это мой напарник. Ну что, привет, Дилан. Привет, ребята. Все окей? Да, сижу чилю. Мы пришли с тобой поговорить.
Расследуем тут кое-что, но сначала хотим прояснить базовые вещи. Тебя ведь на днях приняли, верно? Вроде за торговлю. Ага. Где ты сейчас проживаешь? Вообще, я бездомный. Но вот в этот понедельник как раз собирался снять квартиру. Вот как? И где именно? Ну, либо в районе Флеминг и Миссури, либо присматривал варианты на Телшор. Понятно. То есть конкретики пока нет. Нет. Присматривался? Не определился. Ясно. А до этого? Как долго ты уже на улице? Ну, месяцев 5, где-то так. 5 месяцев. А до этого где жил? У друга останавливался. У какого именно? Ну, я даже не... А когда ты в последний раз жил с матерью? Черт. Ну, скажем, общался я с ней в последний раз где-то в октябре или сентябре. Это когда вы в последний раз разговаривали? Да, я пожил у нее где-то неделю, не больше. Ну и все. Сентябрь или октябрь. И как все прошло, я знаю, отношения у вас были непростые. Да у нас всегда с этим была какая-то замкнутая проблема. Мы пытались то так, то эдак. Я не то чтобы вообще с ней не общался. Пытался звонить, но, знаете, когда оказываешься на улице, все просто вышло из-под контроля. Не знаю. Значит, в последний раз вы контактировали примерно в сентябре или октябре? Дилан. Да, может, числа 12 сентября, как-то так. 12 сентября. А почему именно эта дата всплыла? Да не знаю. Назвал наугад первое, что в голову пришло. Детективы уже прекрасно знали, что Дилан врет о том, где жил. Его слова полностью противоречили показаниям родных и соседей Синтии. Все они в один голос утверждали, что он жил с ней. И по мере того, как допрос продолжался, версия Дилана начнет рушить сам фундамент дела о смерти Синтии. Ну, поделись с нами предысторией. Ну, если в 2 словах про все это. Обычная история наркомана на улице, все вот это вот. Понимаете, она много раз давала мне шансы справиться, но я каждый раз все проваливал. Так что мне просто пришлось смириться с этим. Угу. И как прошел ваш последний разговор? Да нормально. Поболтали немного и все такое. Не знаю, я просто почувствовал, что сейчас не лучшее время, чтобы снова к ней въезжать. Угу. Понятно. А кроме этого, вы как-то еще контактировали? Созванивались? Да не особо. Ничего такого. Она присылала тебе деньги? О, нет. Единственный раз, когда она реально мне помогла, это когда меня в последний раз закрыли. Кажется, в 2020-м. Она внесла за меня залог в 100 баксов. Потом был суд, я сдался, чтобы отсидеть свои 3 месяца, а после мы пытались помириться. Я пробыл у нее дня 3, но за эти 3 дня стало понятно. Без вариантов. Ладно, но начиная с сентября она не переводила тебе деньги? Не помогала материально? Нет. Ничего такого? Нет, сэр. Понятно. На что же ты тогда жил? Как оплачивал свои расходы? Ну, я вообще получаю пособие по инвалидности из-за рака. У меня была саркома Юинга, рак костного мозга, опухоли на тазу и бедре. Мне удалили правую часть таза и половину бедренного сустава. Так что, хоть я и бездомный, этих денег хватало, чтобы снимать отель время от времени и покупать все необходимое. И деньги поступают прямо тебе? Прямо мне, на карту? Да, на счет в банке Citizens. Это твоя личная карта? Моя. Мать к этому счету отношения не имеет? Нет. Мы тут обсуждаем твой последний контакт с матерью. Так вот, Дилан, твоя мать мертва. Что? В смысле? Твоя мать мертва. Вы гоните. Вы шпигуете меня бредом. Нет. Ее тело нашли 21 ноября прошлого года у нее дома. Это... Какого черта я узнаю об этом только сейчас? Не знаю, реально ли ты слышишь это впервые. Мы здесь как раз для того, чтобы это выяснить. Какого тебя не было последние 8 месяцев? Мы задаем эти конкретные вопросы, чтобы восстановить хронологию событий, понимаешь? И разгадать, что произошло. И я уже вижу, что ты мне пару раз соврал. Я не хочу сразу называть это наглым враньем. Скажем, недосказанностью. Поэтому нам нужно сесть и во всем разобраться. Что произошло? Ты на что-то наткнулся? Прости за мой французский, но сегодня все карты должны лечь на стол, парень. Понимаешь? Окей. Потому что прямо сейчас у меня уже не сходится то, что ты наплел.
Так что соберись и давай поговорим нормально. Диван. Ладно. Вот как все было на самом деле. Я познакомился в интернете с трансгендером. И мы с мамой поехали ее забирать. Вообще, я жил с мамой весь последний год. И вот, когда мы вернулись после дел домой, мы нашли ее мертвой. У меня тогда были активные ордеры на арест. Я до смерти перепугался и не стал никого вызывать. Я просто не знал, что делать. Первая мысль была сбежать из страны. Я был в полной прострации. У меня были ключи, я открыл дверь, стучу в комнату. Мам, эй, я вернулся!» В итоге отпираю дверь, а она там. Я к ней. Мама! Не знаю, судя по состоянию тела, казалось, что она пролежала там дня 3. Она уже раздулась. Вот вам вся правда. Я нашел ее мертвой и просто панически испугался. Ладно, и что именно ты сделал? Я понимаю, ты не знал, как поступить, но твои действия. Мы знаем конкретные детали. Ну да, то, что дом был вычищенный. А что еще? Ничего, больше ничего. Мне было очень страшно, потому что я не хотел, чтобы меня арестовали. Одно легло на другое, и все так сложилось. Что ты имеешь в виду под «дом вычищен»? Ну, я протер все столешницы и поверхность на случай, если там остались мои отпечатки. Не хотел, чтобы все подумали на меня, будто это я ее убил, понимаете? Честно, вот это все, что я сделал. А потом я решил взять ее машину и рвануть в Тихуану. Эта подруга была со мной. Я думал, ладно, просто сбежим из страны. На границе она сказала, что ей надо отъехать по делу. Мы ведь собирались позаботиться о собаках и обо всем остальном. В итоге я проторчал в отеле в Тихуане около недели. А потом с ней и собаками что-то произошло. У меня кончились деньги, я не знал, куда деться, и вернулся в штат. А потом попал в больницу с диким обезвоживанием и дефицитом калия. Вот, теперь вы знаете абсолютно всю историю. И хотя некоторые детали, рассказанные Диланом, начали складываться в общую картину, детективы поняли, что он все еще не говорит всей правды о своих действиях и стали давить на него сильнее. И ты упомянул собак? Да, у нее там были Шелти. Послушайте, когда я зашел в дом, там везде бардак был, дерьмо кругом. Я же говорю, я просто решил все убрать, привести в порядок, чтобы выглядело нормально. Я был в полном неадеквате от страха. Настоящая паника. Я понятия не имел, что делать. Окей. Так, в итоге вы оказались вместе с этим трансгендером. И как его имя? Ее зовут Бьянка. Бьянка? Я даже не знаю ее настоящего имени. Угу. Понятно. Вы встречаетесь, загружаете машину и направляетесь в Тихуану. Да. Пересекаете границу вместе? Ну, границу пересек я. Она сказала, что ей нужно решить вопрос с пособием на еду и обещала вернуться на следующий день. А сама начала динамо крутить. Собака она себе оставила, да? Ну да. Тянет она время, и тут я узнаю, что ее вроде как арестовали, а собаки куда-то испарились. И вот тут у меня началась паника. Мать твою, что делать? Я вообще не знал, за что хвататься. В итоге просто вернулся обратно в Штаты. Ну и да, к этому все, наверное, и шло. Так, ты говоришь, загрузил машину. Опиши, что именно ты забрал. Да так, вещи первой необходимости, гель для душа, одежду, корм для собак, все такое. Ну, представьте, надо ехать в Тихуану, а у меня, как я говорил, висят ордеры. Я думал, черт, и что делать? Поступить как мужчина, признаться, что я нашел ее мертвой, как мужчина. Блин, да я просто в хлам перепугался. Когда ты говоришь «вещи первой необходимости», мы ведь там были, Дилан, мы все видели. Опиши кухню. Что? Кухню. Холодильник, шкафы. Шкафы. Ну да, я зачистил их. Выгреб всю еду и все прочее. Зачем? Не знаю. Просто не подумал. Не хотел, чтобы все испортилось. Ну и загрузил часть в машину. То есть не все, а только часть взял в дорогу. А остальные продукты, которые оставались лежать, да просто выбросил в мусорный бак у дома. Прямо у дома? Ну нет. В один из мусорных контейнеров возле Пиквика. Так,
А мебель, одеяло, ковры, вот это все. В гостиной ведь ничего не осталось. А что с ковром в гостиной? Ну я же говорю, вычистил все моющим пылесосом. И все. Вычистил шампунем? Ну да, там просто собачье дерьмо было и все такое. И куда ты все это дел? Выбросил. Ясно. Куда выбросил? Да туда же. Контейнеры около Пиквика или возле заправки Circle K на Солано. Сзади, за автомойкой. Сзади автомойки? Угу. Ладно, ты взял ее машину. А как ты вообще изначально добрался до ее дома? Как это сказать? Ну, вы же сами сказали, что мы жили вместе и все такое. На самом деле, я на несколько дней уезжал потусить с друзьями, а потом вернулся вместе с Бьянкой. И когда мы пришли, там все было в этих собаках, и, как я уже говорил, в доме дико воняло дерьмом. Я подошел, дверь оказалась заперта, хотя она ее никогда не запирает. Я отпер ее, а внутри уже стоял этот ужасный запах. А потом я ее нашел. Меня просто перекрыло от паники. Я понятия не имел, что делать. И что ты сделал? Что конкретно? Ну, поступил так, как любой на моем месте. Ты открыл дверь в сам дом или в ее спальню? В дом. Сначала я даже внутрь заходить не стал. Но потом ты сразу прошел к ее комнате? Нет, потому что дверь в ее спальню была заперта. Я начал стучать. «Мам, ты в порядке?» Минут 30 я простоял там. Думал, она просто в душе или типа того. А потом снова «Мам! Мам! Мам!» В итоге я открыл дверь, чувствую вонь еще сильнее. Захожу в комнату, а она там, прямо в душе. Лежит без движения. Я такой, что за херня? И у меня началась дикая паника. Я не знал, что делать. Понимаете, я же жил там, мои отпечатки кругом. Я просто охренел от страха. Ладно, а как ты тогда объяснишь то, что ты зачистил весь дом, протер все столешницы и уничтожил следы? Дилан хотя бы признался в уничтожении улик и в том, что вводил следствие в заблуждение. Но детективов не покидало сомнение. Слишком уж гладко звучала его история о том, как он просто зашел в дом и наткнулся на труп матери. Все это абсолютно не сходилось. И когда они уточнили у Дилана пару ключевых деталей, его ответы мгновенно изменили суть расследования. Из простого факта смерти дело превратилось в расследование умышленного убийства. То есть ты утверждаешь, что нашел ее именно в душевой? Да. Ты абсолютно уверен? Да. Видишь ли, ничего из увиденного нами не указывает на то, что она сама упала в душ. Послушай, парень, я с тобой в детские игры играть не собираюсь. Я даю тебе выбор. Либо помоги себе сам, либо закопай себя. Да, бессмысленная операция. Я бы не задавал тебе этих вопросов, если бы у меня не было на них готовых ответов и фактов, понимаешь? И вот что я скажу. Если произошло что-то большее, чем то, о чем ты врешь, сейчас единственный момент — облегчить душу. Сейчас самое время признаться или покаяться, что бы там ни случилось. Тебе станет только легче, поверь мне. Но мне от тебя нужна чистая правда, чтобы мы потом могли сказать в суде: смотрите, это был первый раз, когда его прижали фактами, и он заговорил. Честно говоря, многое из того, что я наговорил, правда. Вы и так видите все неувязки. Но маме... Ей становилось все хуже и со здоровьем, и вообще. Смотрите, у моего отчима, Чака Кардера, осталась крупная пенсия, а мою маму жестоко обманули. Понимаете? Ее кинули на $100 000. Она вообще не имела права касаться этих денег. Ее знакомый юрист твердил ей: «Зачем ты их взяла?» Ей светила реальная тюрьма, понимаете? Настоящий срок. И при этом ее здоровье угасало на глазах. Каждый божий день был пыткой. Каждый день. Я думал, я делаю то, что я думал, я делаю лучшее для нее, потому что я никогда не думал, что смогу... Я бы никогда не смог видеть свою маму в тюрьме. Я любил ее. Я сделал это не ради того, чтобы захапать ее деньги или отжать дом. Вообще нет. Я взял ровно столько, сколько у нее оставалось, только чтобы добраться до Тихуаны и попытаться начать новую жизнь. Я больше не мог видеть, как она мучается. Понимаете? И когда всплыло все это дерьмо о том, что ей грозит тюрьма, я бы никогда не смог с этим жить. Вот тогда я и подумал: лучше уж я сделаю то, что сделал, и сяду в тюрьму на какой угодно срок, чем она будет терпеть эту боль, и физическую, и эмоциональную. Так давай поговорим о том, что именно произошло.
В общем, после того, как мы проехали весь путь до Сан-Диего за Бьянкой, она прожила с нами около месяца. И я всегда думал, у меня в голове крутилась мысль, если ее реально осудят, я сделаю то, что сделал. Потому что видеть ее за решеткой я бы не выдержал. Я уже сидел и знаю, каково это. А она из тех хороших людей. Она всегда была хорошим человеком. Моя мама, она была очень хорошей. Твоя мама? Да, она была очень хорошей. И вот в одну из ночей я просто сидел на диване, а она буквально кричала от боли. Ей было чертовски больно. Она плакала, понимаете, кричала. Не на меня, а просто от безысходности. Что мне делать? Как мне вернуть эти деньги? Потому что этот грёбаный урод, эти мошенники так сильно ее кинули, просто обобрали. Она была в абсолютной панике. А я стоял и думал, черт, чем я могу помочь? Я ничего не мог сделать. Не просто... Я даже не знаю, какая это была дата. Вообще не помню число. Я просто зашел в комнату, посмотрел на нее, крепко обнял и задушил ее до смерти. Вот, собственно, и все. Каким образом? Я просто обнял ее за шею, сжал так сильно, как только мог. Говорил ей, что люблю ее, что мне очень жаль, но так для нее будет лучше. Для меня все будет намного хуже, а для нее лучше. Опиши подробнее. Как ты вошел в комнату, как держал ее, где она находилась? Она просто лежала на кровати. У меня часто бывают кошмары по ночам, поэтому я иногда приходил и ложился рядом с ней. И вот она просто лежала, как обычно. Я лег рядом, а потом, не знаю, все произошло само собой. Ты был спереди или сзади? Сбоку. Вот так. Я начал это делать, и тут она начала паниковать. Мне пришлось навалиться сверху и сжать ее сильнее. А потом она упала на пол. Ты стоял или лежал? В тот момент я уже встал, потому что, когда я поднялся, она просто соскользнула вниз. Когда ты ее душил, вы оба лежали на кровати? Ага. Она лежала к тебе спиной или как? Она лежала, типа вот так. А я был сбоку. А когда она начала паниковать и вырываться, вот тогда я уже навалился сверху. То есть дал больше давления весом. Ну да. Думаешь, дело было в весе, а не только в силе рук? Да. В общем, сначала я держал ее примерно вот так. Потому что, наверное, руки, когда я только начал, в самом начале, все было примерно вот так. Понятно. Ты хватал ее больше за шею или ближе к верхней части груди? Я бы сказал, скорее вот так, потому что Там должно было остаться что-то вроде вдавленных отпечатков от моих рук, или типа того. Тогда это как раз то, что может подтвердить твои слова. О чем ты думаешь в этот самый момент? Все, о чем я думаю, это то, что она окажется в лучшем мире, а я буду страдать. Я и так всю жизнь столько страдал. Что мне еще один чертов тюремный срок? Я рак перенес. Отец из меня все дерьмо выбивал. Братья меня никогда не любили, потому что я вырос на улице. По сути, я сделал то, что сделал, потому что моя жизнь кончена уже чертовски давно. Очень, мать его, давно. И как я уже сказал, я лучше бы убил ее, чем хоть раз увидел в тюрьме. Я лучше сяду в тюрьму до конца своих дней, понимая в глубине души, что то, что я сделал, это неправильно. Но у меня была на это грёбаная причина. А все это время где была Бьянка? Со мной. Она была там, когда все произошло? Она ничего не знала, пока я сам ей не сказал. И через сколько ты ей рассказал? В смысле, через сколько примерно? Где-то через час. Потому что я просто сидел там рядом с ней, просто... И как она отреагировала? Она была в полном шоке. Потому что я всегда говорил ей, типа... Я говорил, клянусь, если ей когда-нибудь грозит тюремный срок, я сделаю все, чтобы ей не пришлось проходить через эту ужасную участь. Значит, эти 5 дней, пока ты находился в доме, Бьянка ведь была в курсе происходящего, верно? Да. Хорошо, а потом вы двое придумали план. План придумал я. Ты? Все сделал я. Понятно. Когда вы снова загружали машину, вы вынесли все из дома. Опять же, ковер сняли из-за собак? Да. Или для этого была какая-то весомая причина?
Нет, я просто прибрался. Просто потому что... Просто чтобы избавиться от улик? Итак, когда ты в итоге решил уйти, что ты сделал со своей мамой? Я подумал, может, если я перенесу ее в душ, то все будет выглядеть так, будто она подскользнулась и упала. Хорошо. И что еще ты сделал? Что еще ты предпринял после того, как поместил ее в душ? Дверь оставил открытой или закрыл? Кажется, я оставил дверь в душ открытой. Просто слегка включил воду. И вышел. А потом запер дверь. Сказал еще раз, что люблю ее. Ты что-нибудь делал в ее спальне? Я просто убрал столько, сколько... Да, как я и сказал, я сделал все. Пропылесосил, постарался вычистить все, что только мог. Но я и так знал, что все равно все замкнется на мне, потому что они знали, что я жил с ней. Угу. И все такое. Мои братья меня не любят. Ее семья меня не любит. Она была единственной, кто всегда и во всем был на моей стороне. Особенно, когда произошла вся эта история с домашним насилием. Угу. Когда у меня был тот биполярный эпизод, а она все равно заботилась обо мне. В глубине души я правда чувствовал, что поступаю правильно. В смысле, да, я мог бы просто позволить ей жить дальше, пока ей не становилось бы все хуже и хуже. Я больше не мог это терпеть. Угу. Так, а что произошло с Бианкой? Где она? Насколько я знаю, она в Тихуане. Она в итоге вернулась туда? Но ты ведь говорил, что ее арестовали, так? Да, что-то вроде того. Ее арестовали на границе. Я не знаю, что там произошло с машиной и остальным, потому что мы оставили ее ненадолго. Сначала мы собирались переправить меня, а потом она должна была забрать машину. Сделать, что ей нужно, и перегнать ее через границу. А потом мы должны были отправиться глубже в Мексику и просто начать все с чистого листа. Угу. Но ничего не вышло. А какие связи, кроме тебя, у нее есть здесь, в Крусос? На самом деле, нет. Вот сейчас это прозвучит безумно. Ну, то есть, сейчас это реально прозвучит дико. Мы были знакомы всего месяц. Угу. До того, как мы с мамой поехали и забрали ее. Я ведь буквально даже ее настоящего имени не знаю. Ну, типа, она трансгендер. В общем, полно всего, чего я о ней не знаю. Ладно. И какое имя, помимо Бианка, тебе известно? По-моему, кажется, Луис? Угу. В смысле, я раньше видел ее права. Там было написано Луис. Может, Луис Аранда или что-то вроде того? Понятно. И Пол Икс. И что, это были калифорнийские права? Ага. Ладно. А есть у нее какие-то связи с кем-то здесь в городе? В Крусос или в районе Доньяна? Нет. Ты говорил мне, что ты останавливался у Кэсси, кажется. Это все была ложь. Угу. Все, что я говорил в самом начале, это сплошное вранье. А вот все, что я наговорил за последние минут 5, чистая правда. Ладно. А до этого с кем ты жил? С ней. Были только я и мама. То есть все то время, пока ты должен был съехать из дома из-за судебного запрета, она меня прятала. И ты больше нигде не был? Нигде больше. Она меня прятала. А этот Джереми? Нет, Ортис. Томас Мартино? Нет, это просто знакомые, с которыми я так иногда виделся. Понятно. Хотя Дилан и признался в убийстве матери, он выставлял себя эдаким спасителем по неволе, утверждая, что действовал из любви, чувства долга и желания прекратить ее страдания. К этому моменту детективы уже чувствовали, что все это лишь спектакль. Расчетливая попытка смягчить то, что ждало его на предстоящем суде. И после последнего нажима Дилан, наконец, раскрыл всю мрачную правду. Знаешь, это как раз тот случай, когда лучше сразу выложить все как есть, чем продолжать дальше увязать во лжи. И даже из того, что ты мне уже наговорил, я далеко не все принимаю за чистую монету. Так что если я вернусь, все перепроверю, и детали не сойдутся, это ведь сыграет совсем не в твою пользу, правда? Ну да, потому что тут есть еще один момент. Вы, скорее всего, найдете отпечатки пальцев у нее на руках, потому что я в итоге попросил Бьянку помочь мне перетащить ее в душ. Вот это уже ближе к правде. Но, честно говоря, сначала, в самом начале, я пытался использовать пакет. А потом она стала сопротивляться, и вот тогда я обхватил ее руками. И вот тогда я уже начал давить по-настоящему, изо всех сил. Ну, и я вроде как обхватил ее вот так. Угу. В смысле, там нет никаких травм от тупого предмета. Я не пробивал ей голову или что-то в этом роде. Это было так, будто я, просто пытался попрощаться. Понятно. Ты сказал, что сначала пытался использовать пакет. Да, потому что я думал, что если использую пакет, то на нем не останется отпечатков моих рук, и это не приведет ко мне сразу. Но чем больше она сопротивлялась, и когда запаниковала от того, что я пытаюсь сделать, знаете, она закричала что-то вроде «Господи, помоги мне!» и все в таком духе. Я подумал, черт, если я уйду сейчас, она точно заявит, а это уже покушение на убийство. Так что тогда я просто подумал, да к черту все, просто сделай это.
А тот пакет? Это был просто обычный черный пакет. Ну, мешок для мусора. Большой, типа огромного прочного пакета. Или поменьше. Да-да, типа большого прочного мешка. Но она оказалась крепкой. Она всегда была сильной. О да, она всегда была крепким орешком. Что ты сделал с тем пакетом? Как и все остальное. Просто выбросил. Так, ладно. Ты сказал, что тебе пришлось привлечь Бьянку, чтобы она тебе помогла. Да. И когда вы переносили ее с пола в... Ну, это было просто, в общем, самым обычным образом. Ну, я типа схватил ее за запястье и просто сделал вот так. Хорошо. А она за лодыжки, так что мы положили ее в душ и все такое. Я как бы накинул пакет ей на лицо, потому что просто не мог на это смотреть. И вот в день, когда мы должны были уезжать и все такое, я зашел в душ. И уже чувствовал от нее этот запах, ну, в общем. И когда я сдернул пакет, у меня так сильно дрожала рука, потому что там уже заводились личинки. И тогда я просто обрызгал ее каким-то химикатом. Не знаю точно, каким именно. И просто включил кран, и все на этом. Опиши, в каком состоянии она была. Этот жуткий рассказ о том, как он лишил жизни свою мать, наконец объяснил, почему в результатах вскрытия не было признаков убийства. Но очевидно, что жаль ему было только одного человека — самого себя. Как я говорил тебе ранее, я пришел сообщить, что тебе предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Да это моя гребаная жизнь! Дилан Александр Уоллер был арестован и обвинен в убийстве первой степени, а также в уничтожении улик. В декабре 2024 года коллегия присяжных округа Лос-Крусес признала Уоллера виновным по обоим пунктам обвинения. А 10 февраля 2025 года Дилана приговорили к пожизненному заключению плюс дополнительно к 3 годам за сокрытие улик с последовательным отбыванием наказания. Если вам понравился выпуск, самый легкий способ помочь каналу расти дальше — просто подписаться и поставить лайк. Каждая ваша реакция невероятно продвигает нас вперед. Спасибо, что вы с нами.